Дисклеймер. Все, что сказано в этом видео, является исключительно моим мнением. Мое мнение может не совсем совпадать с вашим. Приятного вам просмотра. Сегодня я хочу составить свой собственный топ-10 самых недооцененных моментов между Чангуком и Тэхёном. 10 место. Это так громко. А вы заметили? Как только шторка закрылась, Чангук притянул к себе Тэхёна, схватив его за пояс брюк. Видимо, это уже привычное для них действие. Нет камер, значит, можно быть более открытыми друг с другом. Девятое место. Всегда сочувствую Намджуну, уважаю его за выдержку и переживаю за его седые волосы. Ну, потому что эти Тэйкук. Восьмое место. Совпадение или нет? Тэхён легко исполнил партию Чангука и снова переключился на себя во время исполнения Save Me. Я буквально вижу Чангука в Тэхёне, когда был переход. Правильно все говорят, они буквально всем похожи внешностью и голосом. Вы же знаете, что когда люди долго вместе, они не только перенимают привычки друг друга, но становятся очень похожи внешне. Тэйкук давно стали неделимыми даже внешне, это сложно отрицать. Седьмое место. Счастье оно всегда разное. Как искрящиеся глаза влюбленных людей, как руки, обнимающие нежно, но крепко, как яркие улыбки при взгляде друг на друга. Вот оно, счастье. Когда вы пара, и цвет волос у вас соответственно статусу. Шестое место. Поведение пары. Иногда, почти всегда, в помещениях бывает очень тесно, буквально нет места, и приходится стоять очень близко, очень близко. Да, Чангук. Пятое место. Лучший способ сказать «я люблю тебя». В продолжении темы про мало места, и ведь такое с Тэйкук случается постоянно.
Каждый раз, натыкаясь на эти фото, я задаю себе вопрос. Неужели друзья, будучи в другой стране, в которой фан-сервис как таковой не практикуется, будут обнимать друг друга на глазах у тысячи папарацци только для того, чтобы угодить своим фанатам в Корее, в которой этот самый фан-сервис очень продуктивно работает? Будут ли они делать это перед многомиллионной аудиторией на Грэмми, чтобы пополнить копилку моментов мнимой любви? Для Taekook, особенно в Америке, очень важно показать принадлежность друг к другу, чтобы дать понять «моё». Особенно это видно по Чонгуку, который в 2020 году вообще не отходил от Тэхёна и не скупился на объятия. Именно во время Грэмми 2020 в интернете множество людей, которые вообще понятия не имели, кто такие BTS, писали, кто эти два парня. Они пара? И если в фандоме могут спихнуть феномен Taekook на больных вигукеров, которые все выдумали, то им нечего возразить на то, что обычные люди видят в них тоже пару. 4 место. Забота. Я так люблю этот момент, когда, раздавая флаеры на свой концерт, стеснительный Чонгук смущался и прятался за спиной Тэхёна, утыкаясь в его шею. Чонгук спрашивает, почему ты плачешь? Ты так чувствуешь себя, когда плачу я? Чонгук всегда переживает за Тэхёна, пытается массировать шею, чтобы расслабить, заглядывает в глаза и вытирает слезы. Разве мы заботимся о тех, кто нам безразличен? Третье место. Новости Чонгука и Тэхёна. Завтрак Тэхёна, рис, суп из сушеных овощей, закуска из жареных ростков фасоли, салат из пряных огурцов и зеленого лука, кимчи из пекинской капусты, молоко. Завтрак Чонгука, рис, суп на говяжьей кости, жареная ветчина, кимчи из пекинской капусты, тушеный тофу, соевое молоко. Обед Тэхёна, рис, жаркое из мяса, картофеля, овощей и приправ, котлеты из лобстера в панировке, водоросли, овощной салат, кимчи из пекинской капусты, кимчи из горчицы, газировка. Обед Чонгука, рис с карри, яичный суп с водорослями, креветки в сливках, кимчи из пекинской капусты, овощной салат, банановое молоко. Ужин Тэхёна, рис, мисо-суп со шпинатом, овощной рагу с кровяной колбасой, омлет с овощами и морепродуктами, кимчи из капусты. Ужин Чонгука, рис, рагу из картофеля, свинины и овощей, осом, булгоги, блюда, приготовленные из кальмаров и свиной грудинки, маринованных в смеси приправ, зелень для заворачивания, кимчи из капусты, сок со вкусом апельсина и манго. В интервью для журнала Dub Japan парикмахер Пак Неджа, который работает с BTS, в том числе рассказал о Чонгуке. Кай из Йокса и Чонгук из BTS – это тот тип людей, которые согласятся с любыми моими идеями и при этом скажут «мне это нравится». Давайте реализуем эту идею. Вопрос: какая история о прическе артиста вам запомнилась больше всего? Неджа ответил: Чонгуку из BTS внезапно пришлось сниматься в Лос-Анджелесе перед зачислением на военную службу, и я отправился к нему, как только закончил работу над Mama Awards в Японии. Вышло так, что Чонгук очень коротко подстриг свою челку, смеется. Я отвечал за то, чтобы аккуратно уложить его волосы. Послание Тэхёна для программы The Global Chart Show with Brooke Reese on Apple Music. Привет, Брук, это Тэхён из BTS. Я вернулся с моим новым синглом Friends. Если вы еще этого не сделали, обязательно послушайте мой новый сингл. Friends — это трек о желании положить конец дружбе и стать чем-то большим друг для друга. Надеюсь, вам понравится. Руби Сир в своей инстаграме поделилась видео с закулисьем со съемок клипа Тэхёна. Также она отметила, что прекрасный человек, он старался заботиться о людях на съемочной площадке и сделать атмосферу максимально комфортной. Драгоценный Тэхён – человек с большим и любящим сердцем.
Вибукеры на фестивале Sakura River Festival в Японии сделали эту прелесть. Sakura River Festival знаменует приход весны и является самым посещаемым туристическим направлением. По сообщению BBC News, Чонгук из BTS служит поваром в армии. Он также стал горячей темой из-за выдающихся кулинарных способностей, раскрыв в эфире свой собственный рецепт и сделав его популярным. СНТ пользуется огромной любовью, находясь 19 недель в чартах Billboard Hot 100. Обновление W Korea. Чонгук – первый и единственный солист кей-поп, который превысил 1 миллиард прослушиваний в 2024 году на Spotify. Он также единственный, кто достиг этой отметки в 2 разных года. В Universal Hollywood есть студийный тур, который проведет вас по местам съемок популярных музыкальных клипов. В путеводителе указан Seven от Чонгука и Let Alone, как один из таких примечательных клипов, снятых там. Чонгук в настоящее время находится в тренде на сайтах политических и военных новостей и по-прежнему остается актуальной и растущей темой наряду с военными новостями Великобритании, Канады, Франции, России и Индии. И все это после одного единственного его поста на Вевос с упоминанием того, что он готовит рис. Кей-медиа сообщила, что 21 числа Корейский комитет по управлению свининой объявил, что в этом году он трижды проведет акцию по пожертвованию корейской свинины в сотрудничестве с японским фан-клубом Чонгука Jungkook Japan. Учитывая любовь Чонгука к свиной грудинке, Jungkook Japan установила отношения с Корейским фондом свинины, который пропагандирует превосходное качество корейской свинины и продвигает социальную деятельность. В качестве первого шага Корейский фонд свинины и Jungkook Japan передали корейскую свинину на сумму 5 миллионов вон детскому фонду «Зеленый зонтик» в поддержку здорового роста детей из малообеспеченных семей. Это мероприятие по пожертвованию было проведено 20 марта, чтобы отметить 100-й день призыва Чонгука. Фан-клуб Чонгук Японии сказал: «Унаследовав хорошее влияние Чонгука, мы передали свое сердце детям из малообеспеченных семей и, пожертвовав 1 пенни, я надеюсь, что дети смогут наслаждаться богатой питательными веществами свининой и вырастут здоровыми и сильными». Jungkook Japan продемонстрировал хорошее влияние Чонгука, делая пожертвования нуждающимся детям по всему миру через ЮНИСЕФ, Save the Children и так далее от имени Чонгука каждый год, начиная с 2020 года. В сети появилась информация, что Чонгук строит 5-этажный дом в престижном районе Сеула. Судя по всему, сейчас в нем идет ремонт, который планируется закончить к маю 2024 года. О покупке дома и участка было сообщено много лет назад, и было сказано, что какой-то дипломат арендовал недвижимость. Судя по всему, сейчас в нем идет ремонт, который планируется сделать к маю 2024 года. 2-этажное здание представляло собой отдельный дом из красного кирпича, построенный в 1976 году. После того, как участник BTS приобрел недвижимость в декабре 2020 года, ему потребовалось более 2 лет, чтобы получить разрешение на строительство на этом месте в офисе Пьонсэнгу в июле 2022 года. Согласно сообщениям, строительные работы в роскошном особняке Чонгука будут завершены к маю следующего года.
Второе место. Это так интимно. Всегда было интересно, что там проверял Чонгук. И главное, зачем. Первое место. Ну, собственно, ничего такого на этом видео. Просто Тэйкук. Просто целуются наградами. А вы о чем подумали? Чимина направили в Центр управления огнем, известный как мозг артиллерии. Сложная работа, играющая важную роль в военных действиях, требующая хороших знаний в области математики и физики, а также здравого смысла. Для отбора необходим талант к расчету, больше шансов у тех, кто занимается математикой или физикой. Собственно, вы спросите, а к чему на ВКУК-канале эта информация про Чимина? Но не мог я пройти стороной этой темы с компаньонством и нахождением 24/7 ЧГУ рядышком друг с другом. Так вот, как рассказывал всеодин солдат, команда кухни живет отдельно от остальных. Ой, да, вспоминается сразу пресловутые койки рядом или друг над другом. И что же это получается, любимки видят друг друга? Дай на то бог, только во время приема пищи. Очередной урок пернатым и страдающим вигукерам. Изучите основы прежде, чем визжать на каждом углу. Напряжение между ними. История в 4 действиях бедра Тэхёна и Чангук. Чонгук поет «Я заставлю его никогда не думать об измене». Примечательно, что Тэхён наблюдал за кадром. Тэхён отодвинулся на сантиметр. Чонгук спрашивает: «И куда ушел?» Тэхён — малыш Чонгука. Он всегда так заботится о Тэхёна. Чонгук. Моя мама гонялась за папой, потому что он был красивым. Также Чонгук. Тэхён – самый красивый человек, которого я видел. Тэхён в восторге от щечек Чонгука.
Это конец. Желаю вам прекрасного дня и чудесного настроения.